2 ВНИ. Я ему альт. Полетели на барак. Привет, это Серксинист. Сегодня мы окунемся в 2016 год. Время, когда мы с Яно Лейри тестировали формат 2 ВНИ на бараках в C4. Тогда это было настоящим прорывом и началом новой эры фарма на Дишмане, пока остальные крутились на мародерах, ратлах и домиках. Правда, возможностей было мало, и мы вскоре переключились на более эффективный класс ВХ. Но пока CCP снова не решили оживить интерес к C4, не только через статики. Добавить синьки? Нет. Повысить доступность? Тоже нет. А как же тогда гриндить триллиарда на плекс? Все просто. Сделали спан ближе, то есть сократили время на прохождение. Признаюсь честно, крабить на пимпе это не мой стиль. Я слишком ленив для бесконечных донатных заморочек и не собираюсь сливать кучу денег. Нормальные корабли под блок — триллиарда. Плекс — еще триллиарда. А вот разнести Никс с бессмертным флотом Кикимор — это уже бесценно. Но что можно придумать? Я когда-то проходил барак на Сол-Эштаре, правда из-за долгого простоя он деградировал до Альфа-Гилы, но это не помешает нам показать, как можно недорого и в соло фармить C4, удивляя всех вокруг. А барак — это база. Центрей нет, быша достаточно, а сеток только на третьей волне, и то быстро сбиваются. Орбита 5-7 километров, трактор кидай и радуйся. Порхай как бабочка, жаль, что путь к 86 лямам будет долгим. В цифрах танковка должна быть около 400 ДПС, урона от 700, а по времени это выйдет от 20 до 25 минут, что примерно выйдет в 200-240 кк в час. Скорость на АБ тоже желательно иметь около 400. По фиту Гила получилась такая: АБ 2 C-Type Medium ШБ. Если позволят финансы и скиллы, то и Т2 дроны. Или вообще Иштар, Икитурса, Драковак, Ценотап. Но это не тестил. В Магнитаре выходит 943 ДПС, а в обычной 543. Что значит о необходимости еще одного напарника с таким же кораблем. Но что нам время тянуть? Давайте взглянем.
Вот так на гиле и проходится барак в C4. А в последнее время я стал играть значительно реже, можно сказать, почти перестал. Причина не столько в потере интереса, сколько в изменениях в реальной жизни. Однако понимаю, что моя странная философия должна жить, так что постараюсь возвращаться к игре почаще. Если хотите пообщаться, пишите в комментариях или в Телеграм. Также буду рад, если вы попробуете покабить на Иштаре или Китурсе. А если кто-то сможет пройти в C5 Stronghold на Ценотафе, буду особенно благодарен за видео и сделаю гайд. Ну и напоследок, как только закрою свои долги по методу Снежного Грома, поделюсь опытом. В русскоязычном ютубе я пока не встречал толкового разбора этой стратегии. Исправим.